Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Пламеном Пасковым. Он на связи прямо сейчас, политический эксперт из Болгарии. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу ядерную, лояльную, потихоньку увеличивающуюся аудиторию, несмотря ни на что. Даже не буду перечислять, несмотря ни на что. Дальше, ребята, пожалуйста, пальчик вверх, нравка, колокольчик, чтобы он стал черным, потому что у Ютуба есть в последнее время вредная привычка дезабонировать вас, то есть снимается ваша подписка, если вы ее не освежаете. Соответственно, поддержите нас пальчиком, поддержите нас комментарием, сделайте то, что вам не жалко, 3, 4, 5 секунды, вам, что называется, ничего, а нам еще лучше. Так что, пожалуйста, поддержите, если вам это нравится. А мы, конечно, постараемся, чтобы вам было, по крайней мере, интересно. Не обязательно, чтобы вы совсем были согласны, но главное, чтобы было пища для размышлений. Давайте подумаем, к чему, собственно, идут сегодняшние события и переговоры в частности, потому что, собственно, мы видим, что прибыли все в Женеву, прибыла американская сторона, прибыла сторона российская, прибыла украинская, они первые отчитались, что отправились. И, соответственно, по этому поводу у нас опрос. Да? В конце будут вопросы зрителей, все как обычно. Но опрос нашего сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Рассчитываете ли вы на прекращение огня после женевских встреч? Варианты ответов: да, времени нет, Трамп не просто так подгоняет. Значит, да, но разве что частичное прекращение огня. Нет, это все долгая музыка. И еще один вариант: я рассчитываю на полноценный мир. Именно полноценный мир, потому что, давайте так, честно, вот эти все промежуточные решения мертвому припарке. Урон огромный Украине во всех смыслах, но как-то вот не камильфо о нем говорить. Да, и, собственно, уже и понятна диспозиция сторон, ну и, в общем-то, все ждут каких-то уступок от Женевы. Ждете ли вы? Или у нас, знаете, как вот в этом мультике, хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, то Абу-Даби, то Женева, то Майами, то еще какие-то столицы или крупные города каких-то разных стран. Наверное, надо обратиться к губерману по поводу, скажем так, вмеренной речи, чтобы это как-то одеть. Я, честно говоря, склоняюсь к варианту один, что да, будет после Женевы, но не читать, что это будет непосредственно или скоро после Женевы. Можно сказать, это после 18-го, когда закончатся переговоры в Женеве, это 17 и 18 сегодня и завтра, что называется, и до 15 мая. Вернее, 15 мая это уже перебор. Продолжаю склоняться к тому, что второй половине февраля это должно быть, потому что до 15 мая Трамп поставил черную метку, черную дату, так называемые дедлайны, что называется, конечный срок Зеленскому. Либо вы к этому моменту не просто прекратили огонь, а подписали мирное соглашение, либо я больше вами не занимаюсь, и после моих праймерис, если будет на то воля моя царская Божья, что называется, тогда может быть и не факт. Так что до 15-го все остальное. Кстати, я думаю, что Зеленский принял как-то этот срок в этот раз, а может быть и каждый раз, но в этот раз более-менее всерьез. Почему? Потому что он принял на себя обязательство до 24 февраля, что называется, ждать осталось недельку, объявить, вообще-то, режим, что мы входим в режим подготовку выборов, референдума, потому что в требованиях Трампа входят тоже и выборы, и референдум. Не только одно или другое, а и выборы, и референдум. И Зеленский в этот раз каким-то образом сказал: есть 24 февраля, я об этом объявлю. То есть режим, грубо говоря, подготовки к выборам. У меня есть еще одно основание считать, что прекращение огня действительно случится. Правда, опять же, через клизму, через муки родильные, там со скрипами, артритными и всяким таким. Если вы внимательно наблюдали на Мюнхенскую конференцию безопасности или вопросы небезопасности, которые они там обсуждали,
Случилось что-то странное. Одна из немаленьких стран, участников коалиции желающих, можно сказать, даже самая энергетическая страна Европейского Союза и одна из самых, скажем так, стран с большим и раскрученным военно-промышленным комплексом от пистолета до ядерной подлодки и все вместе взятое, плюс авиация, Франция, я имею в виду, как-то странно, вернее, не странно, а симптоматично поменяла курс риторики своей, нарратива своего. И Зеленский сказал, я буду уже создавать прямой собственный канал связи с Путиным и будущая архитектура безопасности Вы так европейской. оговорились, не Зеленский, Макрон. Я Зеленский сказал? Ну, так я понимаю, что они, конечно, одно целое, но... Да, простите. Макрон светлейший, что называется. Макрон Ротшильдовский, Эдмондовский, что называется. Макрон сказал, что я буду делать... Извините, господи, что... Это не по Фрейду, это по Пасковскому что-то другое. Так вот, Макрон действительно и его министр иностранных дел Баро подтвердил вот это. Мало того, у меня есть определенные подозрения, которые, наверное, к концу нашей передачи более подробно обсудим, почему он каким-то пока что не легко объяснимым образом откололся от общего нарратива этой коалиции и вполне вероятно принял уже курс, различный от общей коалиции желающих. Вполне вероятно, что Кремль, пользуясь определенными инструментами, не подкупом, не коррупцией, не купили его. Купить человека Ротшильдов – это непростое дело. Ребята, это не в персональном своем статусе он принимал это решение. Успокойтесь, речь не идет о каких-то путинских там миллиардах, которым он покупает или скупает какие-то европейские политики. Не. В этот раз это исключено. Напрочь исключено. Даже если есть, то это на пятом, там, шестой порядок, не ближе. Речь идет о другом. Вернее, я подозревал, что речь идет о другом. И события, которые намечены в календаре президента Российской Федерации на следующей неделе, мне подсказывают, что, может быть, моя гипотеза не такая уж и лишена какой-то основы. Правда, это чисто гипотеза. Я просто так гадаю. Ну, там, над безалкогольными напитками не более чем. У меня есть некоторые рассуждения. Не сейчас буду их выкладывать, наверное, к концу нашей сегодняшней передачи. Да, друзья, проголосуйте, пожалуйста, в нашем опросе, мы подведем итоги. Ну и, собственно, начнем с обсуждения Женевы. Странная какая-то история с самим, ну, вот этим форматом переговоров. В чем странности? Да в том, что россияне летели в облет, то есть через Италию. 9 часов длился перелет, расширена переговорная группа, 20 человек. И эти новости, они как бы вот нас к чему-то готовят. Причем интересно, что Дмитриев вроде как будет, но отдельно, Костюков будет присутствовать, но главный Мединский. Судя из того, что известно, а мы только можем, знаете, как вот это вот гадание по руке или по кофейной гуще, только вот, ну, как бы набрасывать определенные варианты, с чем, собственно, поедет российская сторона на эти переговоры. Почему именно догадки? Потому что, или там анализ по косвенным признакам, потому что переговоры сами по себе закрытые. Как вы думаете, Пламен, какие новые условия, ведь писали о том, что, собственно, есть новые условия у российской стороны, могут возникнуть на этих переговорах? Ну, естественно, мы только гадаем, пытаемся это понять в свете, скажем так, того, что как раз четко или жестко приурочено к этой встрече в Женеве. Ну, украинская армия пошла, скажем так, ну, не то что в масштабном контрнаступлении, но ведутся контрнаступательные действия, которые привели к тому, что уже стратегическая инициатива, особенно на западном направлении, находится в руках уже украинских вооруженных сил, и там 82-я бригада, которая все время как спецназ бегала и пыталась залатать и возмещать вот эти дырки в фронте, которые так много за последние там года с небольшим образовались, в этот раз они пошли, ну, какой-то вообще-то лихой такой скачок вперед на тачанках, ну, я имею в виду условно, конечно, выражаясь, мелкими группами, там по 4-5 единиц бронетехники обязательно с одним танком, они чешут вперед, они не останавливаются на
прорывы в рубежах, они бегут дальше, вплоть до почти 15-20 километров глубины, куда они стараются разобраться с пунктами управления дронов противника. Естественно, это решают, пользуясь тем, что есть скопление двух технологических факторов, которые, мягко говоря, сказался плохо на управляемости, видимости и сообщении российских вооруженных сил. А именно, отключение серых старлинков. Армия генерала Иванаева как раз была одна из самых высокотехнологических, пользовалась на широкой ноге именно этими серыми старлинками. И параллельно с этим украинским вооруженным силам подыграла Российская Государственная Дума, РКН, что называется, специфическая организация, которая отрубила Телеграм, который был для них основным средством связи. Соответственно, не то, что армия ослепла, но то, что было тяжело нарушено сообщение между частями, потому что Телеграм, во-первых, это то, что действительно нужно, не только для того, чтобы связываться с домой, а это тоже было поставлено на определенной, скажем так, технологической основе там. И, пользуясь всем этим, украинские вооруженные силы рванули вперед, и по 4-5 вообще-то этим пунктам у них отмечается определенный безусловный успех, который зафиксирован даже на абсолютно кремлевских ресурсах, например, на Рыборе, там на картах это относительно честно отражено. Можно, конечно, смотреть и на Deep State, можно смотреть и на другие карты, но это еще раз отражено достаточно честно и понятно и на картах и в анализах Рыборы. Так что... Ну, давайте просто дополнительной интеллектуальной ценности дадим этому комментарию, потому что 200 квадратных километров, то, о чем сообщали вчера, этот рывок вперед, но, собственно, где-то отбили, где-то не отбили, какой-то ряд населенных пунктов. О полномасштабном, как бы наступательном движении говорить тяжело. Нет, даже нельзя. Для этой войны даже вот эти 200 квадратных километров, тем более, что идет как бы в лоб отодвигание, то есть никаких фланговых заходов, никакой, скажем так, тактики пока не просматривается, об этом никто не говорит. Но тут возникает другой момент. Наступление это организовано исключительно под Мюнхенскую конференцию и, как я понимаю, под в том числе эти женевские встречи. Сколько человек положили, тоже не говорят, и, в общем, очень скромно идет эта информация от военных аналитиков. Я имею в виду не российского пула, там, военкоров, да, вышеупомянутые вами ресурсы, но и так, да, вот плюс-минус от объективных каких-то источников, там, ну, принято считать объективными, да, Запад и украинские эксперты. Но тут же другой момент возникает. Смотрите, удар-то приходился на стыке 3 областей. Это, ну, опять-таки, насколько это стратегически важная история и выглядит, ну, действительно как демонстрация какой-то силы. Потому что, давайте откровенно, основная битва будет все равно идти за Донецкую область. И когда летят дроны, как у себя дома, по Краматорску, FPV-шки, спокойно, никто встретить в черте города, ловят на парковках военные машины, поражают их, взрываются, люди с окна это наблюдают, то, знаете, вот это вот этот этап, и все говорят, да что там те FPV-дроны, ну там залетел, какой там ущерб. Нет, абсолютно все на управлении, абсолютно четкие, точечные вот эти удары, это нам же о чем-то говорит. Вы совершенно правы, но чисто с точки зрения военной логики надо смотреть на вещи как в этом западном, скажем так, краю фронта, так и в целом. В целом, действительно, наступательные действия и российских вооруженных сил, насколько им это позволяет, скажем так, отсутствие неналаженной все еще системы связи, продолжаются. И даже в тех 4-5 участках, где у украинских вооруженных сил есть больше успеха, чем раньше, российские тоже наступательные действия продолжаются. И получается буквально через полосица расширение и углубление серой зоны. И нельзя сказать, что флаговтыкательство обозначает какие-то решительные, скажем так, завоевания каких-то там бывших населенных пунктов и так далее. Я просто хотел продолжить свою мысль в том, что это действительно, наверное, последний рывок украинских вооруженных сил. Это жесть отчаяния и попытка отбросить
российских вооруженных сил генерала Иванаева, которые уже подобрались буквально в 11,5 километров от окраин Запорожья и сделали несколько пробных скажем так, выстрелов для проверки достигаемости. Мы достигаем или все еще нет. То есть, поскольку Запорожье достаточно незащищенное, инфраструктурное и всего остального, это попытка отбросить, отрезать и спасти на время Запорожье, потому что Запорожье сильно более легкая добыча на случай, если у российских вооруженных сил технически, технологически и с личным составом и с остальными, там, скажем так, дефектами управления вопрос будет решен, то действительно левый берег Днепра, особенно с учетом того, что Каховская там дамба уже не существует, вопрос стоит сильно легче, чем вопрос с Краматорском, Славянском и то, что вы пересчитали. Знаете, во времена Второй мировой войны вот этот Донбасс, он стал вообще-то кладбищем огромного количества войск. Самое глупое, и, вернее, самое неправильное и затратное, это то, что сейчас, очевидно, наверное, по велению Путина они решили, то есть брать его в лоб на самый подготовленный рубеж, и там времен Великой Отечественной войны полегло под 900 тысяч советских воинов. И только потом, когда они, грубо говоря, поняли, что это слишком затратное мероприятие, и стали обходить через Павлодар, через другие там районы, то есть в Клещах, там обычные вот эти как это самые котлы образовать, тогда немцы сами ушли, потому что, во-первых, были под угрозой потери связи с остальной большой, скажем так, с большим тылом, и не видели больше смысла там обороняться. Если продолжали бы идти в лоб, наверное, полегло бы еще немало сотен тысяч советских солдат. Поэтому с точки зрения легкости для достижения результата идти в сторону Славянска, Краматорска, это понятно, что нужно для того, чтобы высвободить всю Донецкую область, но кидать туда вот это львиное большое количество войск и хороня вот огромное количество солдат. Так и нет этого огромного количества солдат. Будет, если будет вот этот лобовой. Если нет, лобовой давайте будет, откровенно, будет. смотрите. Выходит Федоров и нам рассказывает о том, что 50 тысяч россиян надо умертвить. Давайте глупость серьезно обсуждать. Нет, подождите, это программное заявление. Вчера там я встречал цифру 800 там с чем-то за сутки убили. О, все, то есть там до 800 с чем-то. И все сидят с калькулятором и так смотрят на происходящее. Смотрите, так нет массовых боев. Никто, собственно, не бросает батальоны вперед, нет вот этих прорывов, нет вот этих вещей. Как раз таки из-за дронов это все одиночные, малыми группами, ну, такие выползки, ДРГ, закрепления и так далее. То есть мы это видим. И когда вот мы оцениваем, например, наступательные действия ВСУ, выше оценивали, понятно, что для того, чтобы как-то так вот украсить речь, мы говорим о каких-то больших продвижениях. Ровно так же, как и с российской стороны. Мы, чтобы украсить, там, смотрите, карту зарисовали на сколько-то километров. Количественно это совершенно другая война, именно по людям. И это все понимают, это все используют, поэтому ждать каких-то... количественно может быть только когда будет обвал фронта. Вопрос-то в другом. Немцы умные были, понимаете? Не хочу, конечно, хвалить, не поддерживаю романтики там, да, военного гения там, гитлеровской армии, но они-то умные были, они отступали, если видели, что ничего не получается. А вопрос-то, что команда отойти назад от Генштаба Вооруженных сил Украины, да и не дождешься, не дождешься. Таких не было. За все эти 4 года я не припоминаю ни одного случая. Да. На упреждение, чтобы они видят, ситуация меняется, надо отступать. Главный-то вопрос. Сейчас вот приходят там данные, это российские средства массовой информации публикуют о том, что круг вопросов в Женеве будет очень широкий, экономический, там, политический и так далее. Так решится ли в Женеве выход из Донбасса? Потому что техническую часть вроде как решили в Абу-Даби, потому что там, военное в основном представительство. А сейчас, видите, включены политические какие-то, скажем так, серьезные подтексты этого вывода войск. Сможет ли Зеленский, грамотно обставить этот вывод? Потому что, судя по всему, когда Трамп говорит «давай, Зеленский, Шнеллер», говорит Зеленский, то это имеется в виду, что это вывод войск из Донбасса.
Ну, на Мюнхенской конференции, которая, можно сказать, вчера-позавчера закончилась, Зеленский опять сказал, что мы никогда свое войско оттуда не выведем. Там, понимаете ли, 200 тысяч украинцев, которых мы там не бросим. Он такой небросательный, оказывается, удивительно, что называется. Так что вопрос территориального отвода войск мы не рассматриваем и не будем. То есть в этом плане он продолжает быть совершенно последовательным. Вернее, не он, а британцы, говоря устами Зеленского, совершенно последовательны. Коалиция желающих совершенно последовательна. Но если в этой коалиции желающих сейчас уже, еще раз, я почему подчеркиваю, что изменение нарратива в ближайшее время и позиции поведения, политического поведения Макрона, то бишь Франции, одного из достаточно главных, скажем так, субъектов коалиции желающих, если будет изменен, я думаю, что до конца следующей недели мы это увидим. До конца следующей недели мы должны увидеть и 24 февраля, когда Зеленский должен объявить там дату выборов. То, как это было, мы не отступим. Так, скорее всего, и придется отступать. Ну, мы не отступаем, мы... Нас выталкивают. Наверное, что-то подобное. То есть, как они оденут, в какой шкуре, в какой упаковке, с какой этикеткой это обклеить, это уже не интересно. Факт в том, что если Франция отчалит, отколется от этой коалиции желающих, за Францией вопрос, ну, максимум несколько недель, чтобы откололся и какой-то другой участник. Я не знаю, кто. Ну, какой-то другой. Если 2 из 6 отколятся, мы просто смотрим на циферки, и по циферкам достаточно очевидно, что хотя Великобритания всем рулит, в административном смысле этого слова, в командирском, то вклад Великобритании количественно, качественно, деньгами, боеприпасами, железой, там, другим, неважно чем, ну, мягко говоря, не догоняет Германию. Германия больше всего вкладывается. То есть, если удастся Путину обговорить некоторые вопросы с Германией, правда, это, по-моему, невозможно пока что, по той простой причине, что Германия не в состоянии принять субъектное решение, в отличие от Франции, которая в состоянии. То есть, Макрон может. Макрон – страна-победительница Второй мировой войны в Совете Безопасности. Он из 5 стран, он там записано, Франция там есть. А вот Германия – страна побежденная, и британские бронетанковые бригады, военно-оккупационные на территории Германии, никто не отменял, никто не отводил и никто не сокращал. Американские тоже 90 с чем-то баз, они сейчас опустошены с точки зрения личного состава, но они, продолжают оставаться американскими, они законсервированы, в рамках 48 часов они готовы их привести в годности, и их статус, их статут, их наличие никто не оспаривал, никто не отменял, и никто их не собирается их выводить. Поэтому Германия военно-оккупированная страна, соответственно, от нее каких-то таких действий ожидать не приходится. Будет то ли Галаховка, то ли Дания, что очень важно, то ли, не знаю, какая-то другая страна из коалиции желающих, наверное, там, и на словах, и на деле присоединиться к Франции. Еще раз к концу передачи я выскажу свой гипотез, почему это стало возможно. Это еще раз отметаем в сторону любые там подкупы и коррупцию, там, скупание каких-то европейских политиков. Это в сторону. Это несерьезно. Это бытовуха. На бытовом уровне такие масштабные вопросы не решаются, решаются на другом. Так что я думаю, что до конца следующей недели к нашей следующей передаче будет уж очень сильно более интересные и масштабные вещи, которые мы сможем обсуждать. Позиция Зеленского остается такой, как она есть. Он хам. Он вел себя отвратительно с Орбаном Виктором, на что Орбан Виктор ответил ему действительно достойно, по-европейски, по-венгерски, качественно, и так, как оно есть. Мало того, надеяться на то, что если сейчас Орбан проиграет эти выборы, если любой наблюдатель следит за процессами и за настроениями в Венгрии, то сразу видно, что Петер Модьор, или Магер, как по-славянски его называют, по-венгерски это Модьор, Петер Модьор, его позиция насчет принять или не принять Украину в составе Европейского Союза по ускоренной процедуре 2027 год абсолютно идентична позиции его злейшего противника и врага Виктора Орбана. То есть нет,
принимать Украину мы не будем. Поэтому... Какая Каллас тоже не знает, когда будет принимать Украину, понимаете? Это такая позиция. Это в зависимости от метеопрогноза и от атмосферного давления. Там все нежное, там все другое. Изменчивое сильно там. Женщина, что поделаешь. Ну, смотрите, тут, конечно, она высказывание у нее архи, конечно, интересное, да, и там Россия должна войска сократить. Ну, в общем, этот бред, конечно, не соответствующий реалиям просто, да, вот переговорным позициям мы это наблюдаем. Я вот хотел бы уточнить, вы про Германию вспомнили. Пламен. А что такое МИД Германии говорит, нет ПВО для Украины? Как так? А вот прошлой ночью был обстрел, причем били по Бурштинской ТЭС, били по энергетике. Россия подтверждает, что били по энергетике. Удар тяжелый пришелся по Одессе прошлой ночью. И мы как бы заявляем, что не хватает ПВО, дайте еще ПВО. Зеленский постоянно поднимает эту тему везде, и даже в перерывах между хамством тоже была тема ПВО в Мюнхене и после Мюнхена. Но, слушайте, чудеса какие-то вообще происходят. Такой массированный обстрел, и так все сбивается. Сегодня там даже летели ракеты крылатые, все сбили. Все. Ну, с баллистикой сложнее, понятно, но вот так все сбивается. Вообще так, если посмотреть, вот так вот посудить, ну, ты прям видишь небывалые успехи. Даже у отдельных комментаторов закрылись сомнения. А не приписывают ли выстрелы ПВО и количество, условно, дронов? Вообще много таких вопросов, да, о том, не врут ли нам все это время. Потому что так вот, если посмотреть, то уже все должно было быть перелопачено и, скажем так, перемешано с щебнем, с землей на местах вот этих энергетических объектов и других, да, скажем так, целей. Так вот, понятно, что Украина большая страна, но количество целей, которые поражаются из раза в раз, ну, оно просто астрономическое. Да, ПВО как работает, смотрите, какие классные показатели. Вообще, как бы тут затаилась очень интересная коммерческая составляющая. Почему я делаю такой вывод про коммерческую составляющую? Во-первых, Хиллари Клинтон фотографируется рядом с дроном-перехватчиком. Эта фотография прям просто, это нечто. Слушайте, уже, причем на фоне проблем у самой Хиллари Клинтон, проблем вообще у демократов, отголосками эпштейновской вот этой всей истории выглядит очень, очень интригующе. Плюс еще Bloomberg забросил интересную историю о том, что идет передел рынка вооружений, и, собственно, компании Илона Маска, Пентагон готовят для Украины определенное решение. Как? Ну, тут, может быть, там, понятно, передергивает немножко Bloomberg, что для Украины. Под Украину, ну, то есть за деньги Европы, под Украину, новые там линейки, производства и так далее, переоснащение. Ну и как вишенка на торте вчерашний такой разрыв доткома, скандал от бывшего, ну, в общем, он хакер, да, там, такой тоже лихой удачи человек, бывший сотрудник, там, он, в общем, он сообщил о том, что взломан Палантир, и там известно, что ЦРУ как бы в курсе о том, что Палантир, эта корпорация, да, Тиля, она вот готовит ядерное, биологическое какое-то оружие, опять-таки для Украины. Получается, у нас вот сейчас мы подходим, чем ближе к вот какой-то, может быть, переговорной развязке, выныривают, как вот знаете, вот эта игра в детских автоматах, когда у тебя молоточек, и там вот это выскакивают какие-то жабки или кто-то еще, и ты по ним должен успеть стучать, да, как бы забивать. А вот они выныривают, вот эти выгодополучатели войны. Действительно ли Америка на этих переговорах выглядит, ну, не посредником уж точно, и планы абсолютно другие. Что скажете по поводу коммерческой стороны вопроса? Потому что если анализировать информацию и вот отбросить все эмоции, и даже наше там условно с вами общее, хотя мы по-разному смотрим на процессы, желание, чтобы война быстрее закончилась, ты глядишь на цифры, статистику, например, воздушных ударов, и задаешься этими вопросами неумолимо.
Кстати, вы немножко не правы насчет того, что у Германии ПВО закончилось. Там есть уточнение, которое дал лично Борис Писториус. У нас склады с вооружением, предназначенные для Украины, опустошены, а не все военные склады. Это важное уточнение. Во-вторых, вы сказали, что у них нет ПВО. Это тоже не совсем правда, потому что на прошлой неделе они дали 5 ракет ПВО, не 5 систем ПВО, а 5 ракет, которые в лучшем случае имеют некоторый теоретический шанс сбить одного шахеда, не более чем. Так что такие наночастицы, немножко вот такая коррекция. Правда, по поводу коммерческой стороны вы, конечно, совершенно правы. На прошлой неделе, причем в понедельник, между Францией, заметьте, дамочка такая стержневая, у них министр обороны, такая железная тетушка, которая, кстати, побывала в заводе производства дронов на территории Украины. В переводе это означает, что она рисковала жизнью своей, потому что это, естественно, режимный объект, который, скорее всего, числится в целях российских вооруженных сил. Ну, а почему я об этом рассказываю? Потому что у них намечено совместное производство дронов между Францией и Украиной. То есть, такие совместные предприятия, которые будут уже развивать свои производственные мощности и там, и там. То есть, постоянное военное и технологическое взаимодействие и обмен горячего опыта между странами Европейского Союза, странами НАТО и Украиной уже не просто намечается, он уже работает и действует. Мало того, в Европе сейчас серьезно рассматривают вопрос разработки собственной системы, которая должна быть конкурентом Visa и MasterCard, потому что Visa и MasterCard – это американские, для того, чтобы европейская система, финансовая система, стала более суверенной. Когда и как это будет, это вопрос другой. Просто начинает... Когда соскребаешь вот эти там блестящие упаковки и этикетки старые, начинает появляться очевидный факт, что Европе, Европейскому Союзу, мягко говоря, отношение к Соединенным Штатам Америки меняется диаметрально, если не диаметрально противоположно, то прямо пропорционально на изменение готовности США выкладываться в этом конфликте, заниматься, финансировать и нести какие-то ответственности. То есть, коли так, то мы тогда будем делать свою собственную европейскую армию. Мало того, уже заявлена цель объема бюджетирования вот этой европейской армии. Европейская не натовская, европейская отдельно от натовской. В рамках 10 лет, опять же, постоянно возникает вопрос, когда закончится мировая война, 4-я, а не 3-я. Я постоянно говорю 34-35 год. В 2025 год, под конец 2025 года, они поставили себе в целях, чтобы ежегодный бюджет европейский, еще раз, не натовской, отдельно от натовской армии, должен быть 700 миллиардов евро. Что такое 700 миллиардов евро? Я немножко так объясню. В 2015, 16 и 17 года военный бюджет США был от 680 до 720 миллиардов долларов в год, и военный бюджет США был больше, чем следующие 10 стран, самые большие военные бюджеты в мире, вместе взятые. К этому моменту бюджет Саудовской Аравии, я припоминал, был 68 миллиардов, а бюджет Российской Федерации был 62 или 63 миллиарда. То есть, как вы видите, больше, чем в 10 раз меньше, чем военный бюджет США. Сейчас, на 2026 год, Трамп настаивает, чтобы военный бюджет США уже стал 1,5 триллиона, то есть в 2 раза больше, чем прошлый год, почти в 2 раза, потому что был 800 с чем-то миллиардов. Сейчас он просит 1,5 триллиона. А если Европейский Союз ставит себе такие задачи и честно и четко говорят, что если у нас не будут деньги, мы будем брать эти деньги взаймы, но все равно мы будем достигать вот эти рубежи, причем, еще раз, параллельно с обязательствами НАТО на случай, если НАТО останется, и это наша европейская армия, в которой уже никакой Америки, никакие британцы нет. Европейская армия, 700 миллиардов евро. Вот сравнивайте, 700 миллиардов – это ровно то, что было у Соединенных Штатов Америки всего 10 лет назад. Меньше даже 10, 7-8 лет назад. В переводе это означает, что Европа действительно милитаризируется, идет накачка бюджетами, даже ценой займами, идет накачка, календарь, институции, ответственные, все уже по-взрослому делается. Это я вам цитирую, скажем так, кусочки моего политобзора на прошлой неделе, который позавчера я выпустил, сейчас у меня не перед глазами, но самые яркие моменты, они именно такие. То есть, каждая неделя
военная составляющая, военные новости со стороны и Европейского Союза, и коалиции желающих, и НАТО. Это, да, частично перекликаются и пересекаются вот эти условные территории, но все они милитаризируются. И эта милитаризация идет единственно, направлена только в одну сторону. И именно поэтому меня, честно говоря, начинают напрягать эти постоянные, скажем так, послания со стороны Кремля. А мы еще не начинали. А это война на истощение. Мединский сейчас говорит, а мы готовы 20 лет воевать. Вы точно готовы, ребята, против всего этого? Потому что, еще раз напоминал, военный бюджет России тогда был 62 миллиарда. Сейчас, наверное, больше. Я не смотрел, не знаю, где можно, вернее, не уверен, что могу сейчас посмотреть, каков настоящий военный бюджет России. Естественно, предполагаю, что он больше. Даже я готов предположить, что он кратно больше. Но он категорически решительно не догоняет ни до 700 миллиардов евро, ни до 1,5 триллиона бакса. Он категорически не может дотянуть. Да, воюют не бюджеты, потому что бюджет, наверное, гуннов Аттилы или там готов Теодориха были меньше, чем бюджеты Римской империи. Я прекрасно это понимаю. Воюют люди, воюют технологии, воюют умы, воюют вооружение, когда имеется правильные командиры и правильное управление. Бюджет, уж извините, он не такой уж без значения, потому что в рамках той же самой прошлой недели, во-первых, в Гамбурге, по-моему, или в Франкфурте разыгрывали военные учения, где учитывалось примерно то же самое, что на самом деле соответствует действительности. И именно что произойдет, если Россия попытается прорвать Сувалский коридор. Вывод неутешительный для Европейского Союза. Они все свои слабости учли. И эта симуляция показала, что эти 65 километров они пока что не готовы защитить. И сразу стали работать над ошибками и над тем, что нужно сделать, чтобы это действительно не допустить. То есть, они уже работают над блокадой Калининградской области с суши, и они работают над блокадой, не нападение, не захват, а блокада Калининградской области с моря. И когда там мы еще не начали, меня это напрягает, потому что надо было брать вот этот Сувалский коридор месяца 3 назад, когда действительно никаких сопроводительных способностей, готовностей, возможностей, отчетов и бюджетов выделено и обучения не было. Мало того, на прошлой неделе в Эстонии проходили тоже уже физические учения с настоящими, не просто виртуальные компьютерные, украинское дроноводческое подразделение против несколько там, по-моему, 2 или 3 бронетанковых либо мотострелковых бригад. Вот это украинское подразделение дроноводов уничтожило, естественно, с такими муляжами, это не физически, но уничтожило совершенно запросто вот эти батальоны. И эти батальоны тоже сели и сразу стали составлять список ошибок, рекомендаций, как больше этого не было. То есть, они уже симулируют, занимаются, играют и работают над этим. Финляндия тоже наращивает и увеличивать количество своих вооруженных сил по границе с Россией. Все уже занимаются делом подготовки. Это не означает, что завтра, послезавтра это произойдет. Это даже не означает, что, может быть, в этом году будет какое-то большое вторжение, сражение и так далее. Они готовятся, они честно говорят, когда, к какому рубежу? 29-й, 30-й год. Они-то работают. А с другой стороны, мы еще не начинали, это война на истощение, мы готовы воевать 20 лет, и украинское контрнаступление, пусть и на этих 4-5 направлениях, это жесточаяние. Жесточаяние, потому что если сейчас у украинских вооруженных сил, грубо говоря, эти контрнаступательные действия измором, скажем так, закончатся, выдохнутся в рамках недели или 2, то у них других резервов нет. И тогда некому останавливать российских вооруженных сил как в сторону Запорожья, так и в сторону Славянск-Краматорск, где действительно погибнет много народу. Но коли это украинское контрнаступление отчаяние, которое пока что эти 2-3 дня отмечает безусловные некоторые заметные успехи, то это будет уже финал, и в этом году действительно будет возможно, чтобы российские вооруженные силы захватили левый берег Запорожья, взяли, если не Славянск-Краматорск, то Краматорск или половину Краматорска и так далее. То есть, Украине противопоставить какие-то другие резервы, кроме этих 82-я, которая везде залатывает дырки, она тоже изматывается, она тоже сокращается, у нее тоже есть потери, вы правильно отметили. Это не бесплатно и не безнаказанно, это не как в кино, а по-настоящему. И тот успех, который сейчас мы обсуждаем в качестве частичного успеха,
некоторого, безусловного, то вполне вероятно он выгорится, и тогда будет совершенно по-другому. Как оно будет, наверное, они пытаются подогнать вот этот свой успех и зафиксировать его до 24 февраля, либо как максимум до 15 мая, после которого не должны быть военные действия, потому что если останутся военные действия, то тогда они будут на пользу российских вооруженных сил. Ну, примерно вот так. Понимаете, какая история? Все-таки вопрос о том, что Украине там чего-то передадут, чего-то дадут, он все Они равно... дают постоянно, они дают. Нет, они я имею в виду ядерную или биологическую бомбу. Вот это, да. Это ведь очень другое. важный вопрос. Люди, конечно, отмахиваются, смеются, говорят, да что тут, о чем тут. Понимаете, в чем дело? Я не просто так приводил примеры с ПВО. Мы не знаем, куда прилетело. Мы не до сих пор там, да, однозначных нет ответов, каких-то более-менее внятных. Вот, например, Орешник бил. Да? А куда он бил? Авиазавод, там что-то, вот запустили эту историю, там пробили какое-то бомбоубежище, там томики Ленина пожгли, которое как бы там еще где-то есть. Ну вот как-то это все подняли на какой-то смех, на какие-то передергивания. А по большому-то счету, ведь это же очень понятно, для людей, знающих, с доступом к военной тайне, это же понятные вещи. Вот так и сейчас, понимаете, в чем дело? Кто-то там смеется и говорит, вот это невозможно скрыть. Да возможно все скрыть. То есть вот посмотрите на Украину, непонятно же, куда прилетает. Только если, например, это где-то в черте города, кто-то что-то снимет, выложит, а по большому-то счету, давайте честно, это угроза, это прежде всего информационная, да, там же как этот Дотком говорил, эту информацию взломали и передали Китаю и России по поводу там планов на какую-то особенную бомбу для Украины. Все можно скрыть и все можно как бы припрятать. Вопрос в том, что это принуждение удара превентивного, да, чтобы абсолютно в открытую взять дубину и лупануть меж глаз, да, например, или куда-нибудь, или замахнуться, там, ударить рядом по столу этой дубиной. Но тогда же поменяется абсолютный контекст. Задача Зеленского сейчас изменить контекст. Ровно поэтому вот это хамское, скажем так, поведение в Мюнхене на конференции по безопасности, ровно поэтому вот эти все моменты мы видим в прессе. Я вот там детализирую по поводу Блумберга, да, и он опубликовал материал сегодня о том, что компания Илона Маска нанимает секретную часть инженеров под этим грифом для того, чтобы разрабатывать программное обеспечение для дронов, чтобы их голосом, ну там взглядом, короче, запускать, модернизировать вот это управление дронами. Причем это вот свежее, это в январе. Тут как бы вопросов к администрации, конечно, американской нет и быть не должно, потому что у них другие правила, это же частная компания, они вот разрабатывают, это не факт, что там куда-то для кого, все четко понимают, а под Украину, для вот этих дроноводческих заводов. Почему? Вот мы же тоже становимся определенными заложниками вот этой войны. Все понимают, что должна быть какая-то развязка, но развязки нет. В военном смысле именно. Дроны стали там чудо-оружием, но все же четко тоже видят, что условно поставь маленькую ядерную или биологическую начинку в дрон, и это как бы изменит ситуацию на поле боя. Ведь я еще раз подчеркиваю, Starlink Илона Маска, прицепленный на молнию, дрон, да, он четко делает килл-зону 50 километров, никакой подвоз, никакие там логистические маршруты, поэтому так быстро-быстро с Федоровым там Вась-Вась нашли контакт и, в общем-то, это дело прикрыли, ввели запрет на свободное использование старлинков над Украиной. Я подчеркиваю, запрет. До этого ты мог купить себе Starlink, платить свою абонентскую плату, а сейчас ты должен идти в ЦНАП, в Центр административных услуг, то есть регистрировать его должен. Это не свободное использование интернета от Илона Маска. Там поприкрывали российские варианты, они там ищут обходы, кто-то находит, кто-то нет, у кого-то своя связь. Но ведь это сделано очень быстро и ровно после того, как это ноу-хау было внедрено.
внедрение, простите, более смертоносного оружия в дроновую составляющую, это же, это вообще не просто дело времени. Мне кажется, уже даже это есть. Просто опять, или мы не знаем, или это не используется, но те, кому надо, они знают и понимают, что этот маленький заряд может иметь более смертоносную функцию. В советской армии были артиллерийские снаряды малой мощности, ядерные. То есть даже там такая была, как схема, да, протокол такой был. Идет отстрел артиллерией, уничтожается малыми зарядами ядерной мощности, они уничтожают определенную зону, там какие-то танки, которые там полностью герметичные, вместе там с пехотой в костюме полностью герметичным, защищенным от радиоборьбы, продвигаются вглубь. Почему все отметают историю, что Запад готов Украине дать более смертоносное оружие? Я ни за что не стал бы отметать. Я никогда это не исключал. Я даже думаю, что любое смертоносное или суперсмертоносное оружие, за исключением стратегическое ядерное, будет передаваться, потому что более шикарный, масштабный и полноценный, скажем так, такую тренировочную площадку для испытания новых вооружений, кроме как вот эта война, сейчас придумать и пожелать себе невозможно. Так что они будут это делать. Я искренне буду удивлен, если они или кто-то это не делает. Александр, вы почитатель, скажем так, книжного творчества Майкла Крайтона. У него был такой роман «Рой». Один из последних его романов, скончался писатель 2007 год. Последний его роман был «Ген». По-английски называется «Next». По смысловому переводу они называли... там в переводе по-русски, по-болгарски назывался «Ген», а в романе «Рой» по-английски это называлось «Prey», то бишь жертва, добыча для хищника. Там рассматривается вроде бы научно-фантастический вариант, который вообще не фантастический, который даже тогда не был сильно фантастическим. Я еще раз говорю, это было... Он их писал 2005-2006 год, потому что в 2007 году он скончался, где речь идет уже не о накачке дронов, вот тем, чем вы сейчас подробно рассказали, поэтому я даже повторять и обсуждать не буду. А речь идет уже о облако из нано, если хотите, дронов, которые работают сообща как единое целое. И что-то подобное мы уже видели на некоторых кадрах из Китая, которые пользовались в качестве, скажем так, фейерверки и празднества своего китайского Нового года, когда они поднимали в воздух десятки тысяч дронов, которые формировали разные фигуры. Но это было, скажем так, с точки зрения демонстрации вроде бы эстетических, скажем так, начинок. А все это легко, быстро и, наверное, более качественно уже начинено и военными технологиями, военным зарядом. То есть речь идет о дронах, которые будет невозможно увидеть и вооруженным глазом, потому что наночастиц ты не увидишь даже обычным световым микроскопом, даже не каждый электронный микроскоп в состоянии все это увидеть и поймать, а они уже действуют сообща, причем на физическом уровне. Не на уровне воды, в которой ты можешь плыть и выйти из воды можешь, максимум мокрый, она тебя не убьет. А на уровне, чтобы это тебя пожирало, чтобы это тебя уничтожало, чтобы это входило в тебя, в твоем кровотоке и так далее и тому подобное. То есть я думаю, что вот эти технологии, именно военные технологии, военно-медицинские или назовите как хотите, военно-дроновые технологии, меньше чем за 10-15 лет дойдут именно до такого уровня. И я буду искренне удивлен, если компании и Palantir, и Илон Маск уже не работают над этим очень серьезно, потому что, как вы правильно отметили, Илон Маск был первым и, наверное, пока что остается, может быть, единственным, но уже, наверное, не единственным, который стал стараться вживлять чипы в мозгах сначала обезьян, а потом добровольцев из, скажем так, смертников, там из заключенных, люди без прав и так далее, либо в Китае, где вообще-то на права людей, скажем так, относятся немножко по-друговски. И управление дронами, как вы сказали, голосом, глазами, мыслями. Зачем надо вообще-то говорить и делать какие-то телодвижения, когда можно об этом просто подумать
Я думаю, что это вопрос некоторого технологического времени, но это вопрос не века, это вопрос не полвека, это вопрос, годы, пару-тройку десятилетий максимум. Максимум. Да, И мы будем иметь такую реальность, другую реальность. приходят новости, Песков комментирует, говорит, что заявление сегодня по итогам Женевы ждать не стоит, да, потому что они продлятся завтра, двухдневные переговоры. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего опроса. Еще один вопрос, и дальше пойдем уже к вашим, скажем так, к тому, что вы оставили. Рассчитываете ли вы на прекращение огня после женевских встреч? 5% да, времени нет, 5% да, но частичное, 18% я рассчитываю на полноценный мир, и 72% нет, это долгая музыка. Вот такие итоги, Пламен. Смотрите, понятно, что музыка долгая, но кажется, что мы подходим к каким-то решениям, определенным решениям. Я еще один хотел аспект прикрутить к этой Женеве, ведь Иран же тоже в переговорном процессе. Иран же с теми же, там же, по тому же месту, по тем же, скажем, лекалам. Вообще очень интересно, если так анализировать ультиматум Нетаньяху, или там требования Нетаньяху, которые он озвучил по отношению к Ирану, там просто обезжиривание Ирана со всеми там прокси, со всеми отдайте ядерные свои наработки, все отдайте и сидите, в общем-то, ровно на пятой точке. Это фактически где-то очень перекликается ярко с требованиями, даже к Украине, почему нет? То есть, вот вы должны уйти оттуда, изменить законодательство так-то, провести выборы вот в этом. В общем, это такие достаточно неприемлемые условия, допустим, для Зеленского, да? Для России тоже, понятное дело, это неприемлемые условия, как закончить войну в Украине, имеется в виду стоим, где стоим, у нас армия 800 тысяч, у нас тут производство, у нас военные, скажем так, НАТО-контингенты, у нас еще какие-то вещи, то есть понятно, что Россия не может на это пойти. Вот если посмотреть через призму Нетаньяху, Иран, Америка, Иран. Вчера там пиццу закупали активно в Пентагоне, заправщики подъехали, в общем, тоже же интрига большая. Как корреспондируются одни переговоры, одна сделка по Украине, которой нужно быстрее прийти по заветам Трампа, со сделкой и США и Ирана? И, кстати, интересную параллель сделали. Я так задумываюсь, пока я вас слушал. Действительно, есть очень много чего общего. Даже открыл Нетаньяху, назвал условия, на которых пойдет на сделку с Ираном. 3 точки. Иран должен вывести весь уран и демонтировать все мощности по его обогащению, на что Иран любезно ответил отказом, любезный, но отказ. Ограничить радиус действия ракет до 300 километров, чтобы они не долетали до Израиля. На это Иран тоже ответил любезным отказом. И третье, демонтировать ось террора. Что бы это ни означало, я не знаю, что он имел в виду, но предположительно там можно кое-что догадаться. То есть и Нетаньяху выдвигает, мягко говоря, невыполнимые требования, и Украина выдвигает, Зеленский выдвигает невыполнимое, скажем так, не требования, а упрямство. И Россия выдвигает вот эти 3-4 пункта, которые действительно остаются последними. Территориальный вопрос Донбасса, статус верхней части Донбасса, Запорожской атомной электростанции и отсутствие натовских войск или всего остального натовского, миротворческого на территории Украины и по линии там размежевания. Либо какой-то черный лебедь. И если я знаю, что сделают с Ираном, потому что Джеральд Форд неспроста покинул главную территорию, скажем так, пираты Карибского моря, где они уже вопрос Венесуэлы так или иначе порешали, и отчалил в плавание в сторону Ближнего Востока. Там 2 варианта, то ли около 10-12, то ли около 15-17 дней пути, потому что если он войдет в, группировка имеется в виду, не один большой авианосец, если они войдут в Средиземное море через Гибралтар, это 10-12 дней. Если они должны обойти нос Добрая Надежда, юг Африки и войти через Индийский океан, через базу Диего Гарсия, это 15-17 дней.
После этого что получается? Получается, что подозрительно приближается пятница 13 марта 2026 года. Они же любят это число, пятница 13. Пятница 13 марта 2020 года нас ввергли в ковидный кризис 2 года. А пятницей 13 июня 2025 года началась 12-дневная война. И почему-то мне кажется, что они, если пропустили пятницу 13 февраля, то они не пропустят и 13 марта 2026 года. Американцы обычно долго запрягают, дольше, чем люди ожидают, но потом достаточно быстро воюют. Справка: Иракская война, когда они 5 месяцев там готовились, но потом примерно за 100 с небольшим часов они взяли Багдад. Ну, прям так напомнить. Поэтому то, что они пропустили пятницу 13 февраля, это один вопрос. Посмотрим, пропустят ли они пятницу 13 марта или кое-что другое сделают, потому что Трамп позавчера совершенно конкретно сказал, опять же, в своей сетке, что он готов, но это самое, если они на эту сделку не пойдут, а очевидно, Иран не пойдет, им будет очень тяжело, у нас есть возможности, мы это сделаем, так что он уже прямо говорит, мы вас будем бить. А насчет того, что сделают с Украиной, то, что предположительно Путин сделал с Макроном, в скобках, с Францией, для того, чтобы они поменяли свою риторику, я бы на его место постарался бы сделать с Даунинг-стрит 10, а еще лучше с левым берегом Темзы, с лондонским Сити. Либо у него на то нет достаточно таких бойцов, СВРщиков, ГРУшников, МИДовцев, либо там Кирилл Дмитриевых, которые могут пойти и поговорить и обсудить вот эти вопросы, либо по каким-то причинам они требуют больше, чем он готов согласиться. Потому что эта ситуация немножко как с Украиной. Украина один раз подписала 100-летний договор и отдала все недра, а потом подписала концессионный договор 1 мая Юлия Свириденко со Скоттом Бессентом на абсолютно те же самые недра, то есть одну и ту же недвижимость пока что продали дважды, и даже не продали, а отдали дважды двум разным, скажем так, владельцам, потребителям, пользователям и как хотите. А у Путина, наверное, придется сделать что-то подобное, и тогда коалиция желающих немножко, вернее, в достаточной мере отстанет, потому что им тоже будет вкуснее вместо 50% недр Украины заполучить и достаточно жирные проценты недр России и Арктики, которые пока что Дональд Фредерик Трамп с ними поделиться не готов. Но поскольку Дональд Фредерик Трамп пока что получил от Путина в Анкоридже вербальные обещания, вербальные договоренности, пока что неизвестно, есть ли что-то письменное с подписью, печатью, то поскольку у России разведаны 12-15% из этих месторождений, то, наверное, можно запустить этих кадров из коалиции желающих, дабы они отстали и согласились на непопулярное решение, и чтобы Зеленский достаточно быстро, оперативно, зато качественно поменял не только свою точку зрения, но и свое политическое поведение. Да, это ему будет политическая смерть, но это не впервые, когда они потратят, скажем так, своего фигуранта ради какой-то более высокой цели в имени интересов короны, что называется. Потому что корона-то британская, не украинская, там Зеленский какой-то, какая там разница, уж извините. Ну, дадут ему там какое-то поместье там в Кенсингтоне, там в Лондоне, либо там какой-то Шир или Шайр, и довольствуй там себе на безбедную старость, мы можем тебя спасти и приучить в персональном статусе твоем, ну, отвечать за твои хотелки по поводу Украины, либо за хотелки этих там Бандера, Шухевичей и других там ОУН-УПА мы не будем. Мы за них расписываться не будем. Если нам дадут то, что мы хотим. Они хотят недра. И Украины, и России, и Российской Арктики. Фредерик не дает, знаете, если Путин даст, то они отстанут. Вы знаете, недра это как бы тоже, понятная логика, там, триллионы, но это все длинная история. Длинная. Их на то и расчет. На то и расчет. Давайте так, их поди разработай эти недра, их поди выкопай, поди обогати, поди, собственно, добудь. Вообще в мире происходят странные вещи. 2 буквально факта. 2 новости последних дней. Значит, Британия разрабатывает свою платежную систему как бы без визы и MasterCard. Именно об этом я говорю, да. А Китай дает британцам и канадцам без виз.
Там недолго, но тем не менее, по обычному паспорту можно спокойно приехать в Китай. То есть, понимаете, в чем дело? Логика Трампа понятна. Ну, условно, поджечь мир, да, там, всех, в общем, напрячь, всех попытаться обуть, но как бы сила действия равна силе противодействия, и абсолютно нетипичные, да, могут возникнуть союзы, временные коалиции, в общем, на этом пути. Макрон, сейчас вот приходят кадры, он вышел сегодня на утреннюю пробежку в Мумбаи. Мумбаи – это самый грязный город, загрязненный там до нельзя, там дышать невозможно, но он выбегает, у него там и бежит себе, пробежечку устраивает. То есть мы видим, что это не просто, скажем, такие там политические, это вот прям линии раскола и вот линии определенных фрагментаций. Если мы там продолжим тему Британии, которая ищет свой платежный путь, кроме Visa и MasterCard, то там же Стармер недавно заявлял, вчера буквально, да, о том, что ой, а мы тут должны с интернетом что-то делать, совладать, запрещать, закрывать. Вот сегодня все переполошились по поводу слива базы ресурса, что их источники сказали, что с 1 апреля все, Telegram как бы умрет, да? Крышка. Такая-то путь всех стран. Границы между интернетом рано или поздно так или иначе будут установлены. Да. То есть платежные системы рано или поздно так или иначе будут, собственно, да, окуклены в определенные зоны. Резервная валюта, понятие станет, наверное, анахронизмом, потому что в разных частях света будут свои резервные валюты. То есть мы вообще на пороге большого, огромного и громадного передела, который начинается сейчас. Поэтому тема недр, шибко дорого. Вот по состоянию на сегодняшнее там, представление о глобальной экономике, но это редкоземы, это, конечно, больше такие слова на ветер. А вот если мы сегментируемся и окуклимся, и условно, например, там за юани, например, перекапывать российские редкоземы и китайские редкоземы, будет дешевле, чем за доллары, да? Или, например, там за фунты стерлинги будет дешевле купить там украинских каких-нибудь дельцов, которые там янтарь будут, например, рыть. Это я так образно, навскидку, то есть это не предметно по янтарю. Например, да, будет дешевле и можно будет это купить. А потом у нас будут несколько, 3-4 больших зоны, которые будут между собой обмениваться, торговать теми или иными ресурсами и уже рассчитываться, там, например, в золоте или в какой-то крипте или в чем-нибудь еще. То есть это будет условная там валюта и как бы для больших элит. Вот туда движется мир. Вот так это все будет выглядеть. На самом деле еще спустя через какое-то время. Тут же возникает вопрос, может ли все испортить вот эта война, да, продолжающаяся, или наоборот она лежит в сценарии вот этого противостояния. Война – это всегда хорошо с их точки зрения. Во-первых, это приводит к огромным военным бюджетам, к возможностям через взяток отмывать то, что раньше было немыслимо, поднимать свою промышленность, сокращать лишнее туземное население, которое им вообще нахрен не нужно. Они сами говорили и устами Маргарет Татчер, и устами Мадлен Олбрайт, и устами Гитлера Адольфа Алойзовича, что называется, все время, что нам там на территории Советского Союза миллионов 10-15 хватит, чтобы они обслуживали, добывали вот эти ресурсы, которые вы правильно отметили, что они труднодоступные, они, туземцы будут этим заниматься с их точки зрения. И война это всегда хорошо, но после войны, да, идет время, когда ты должен что-то где-то как-то добывать. Если ты сократил это лишнее население, если ты его закабалил долгами, потому что Украина уже по уши в долгах, наверное, на века, если останется такое государство под названием Украина, естественно. Российской Федерации тоже тяжело, и очень нехорошо, но, естественно, драматически далеко и сильно по-другому.
Ну, вы, по-моему, зря поставили знак дилеммы между платежными реалиями, финансовыми системами и редкоземами. Одно другого вообще не отменяет. Я вам так скажу, на минуточку, пока вы говорили, я открыл просто какую-то Анголу. Интересующие американцев ресурсы, редкоземельные металлы всего 6. Я назову их, и вы, наверное, хотя у вас образование, я уверен, хорошее, с удивлением обнаружите, я с удивлением обнаружил для себя, что больше половины из них я никогда не слышал. Неодим, празеодим, самарий, я слышал только про самарий, диспрозий и тритербий. Применение: радиоэлектроника, а без ней вообще никак. Продукция ВПК, в том числе электродвигатели. Изготовление магнитных сплавов, это Маглевые там и быстроскоростные там поезда 800 км в час, которые, а 650 просто так запросто, то есть почти как самолеты, и оптика. Все эти перечисленные 4 направления, на эти 6 всего редкоземельных материалов, металлы, которые в одной только Анголе, ну сами понимаете. Еще раз нельзя забывать, что к Венесуэле прицепили в прошлом году район Эсикибу, который оказался богатым не этими 6 металломинералами, а 32 из 36 или 38 стратегических крайне нужных всем, из которых 80% мира контролирует Китай, а на территории Китая более 60 или более 40, эти цифры я уже забыл, но остальные вне Китая территории тоже контролируются Китаем. И то, что не контролируется Китаем, то бишь Венесуэла, то бишь Эсикибу, американцы уже перехватили себе, потому что им иначе приходится торговаться, закупать или просить у Китая продать их, потому что американцам радиоэлектроника, продукция ВПК, изготовление магнитных сплавов и оптика, естественно, архи нужна. И эти 4 направления, это по поводу этих 6 материалов. А там 32 из 36 или 38 стратегических. Причем много, потому что обнаружили их, открыли их совсем недавно, несколько лет назад. То есть эксплуатация не велась, добыча не велась, и что называется, все еще, что сливки надо собирать сейчас, что называется. Поэтому я не вижу никакой дилеммы между финансовыми и между редкоземами. Они идут рука об руки, потому что финансы – это отражение определенных, скажем так, процессов управления материальных активов и нематериальных активов. Ты всегда можешь придумать себе, вы правильно сказали, они стали делать себе свою собственную платежную систему. Кстати, все, которые делали свои собственные платежные системы до недавнего времени, являлись объектом демократизации, демократических бомбежек и не только. У Сирии была своя платежная система. Мы знаем, что случилось в Сирии. Гражданская так называемая война. У компании Samsung Южной Кореи 2015-2016 года разрабатывалась платежная система, которая была уже в Samsung телефонах. Американцы санкции навели, штрафы навели, поменяли президента, много чего сделали, сказали «циц». С платежными системами вам не играть, вы наши здесь военно оккупированы, поэтому соблюдайте правила, старшинство и иерархию, будете соблюдать. И Samsung отказались от этой платежной системы, она была очень неплохой. У Китая есть своя платежная система, там с Китаем сейчас иди разберись, если можешь и так далее. И вы правильно сказали, что Британия будет разрабатывать своя, у России есть Яндекс, который на самом деле с голландской регистрацией, более популярен там на территории России. И битва платежных систем, я уверен, даже сейчас просто она находится не на старте. Старт уже, конечно, дан, но даже до середины не дошла. Нам придется это еще видеть. Потому что говорил Наполеон? Для того, чтобы качественно и хорошо воевать, нужны 3 вещи. Деньги, потом деньги, а потом деньги. Деньги в любом виде. Не только золото, серебро монетарном, а в любом. Крипта, платежная система, финансовые инструменты, СДР-фонды. У тебя должен быть эмиссионный центр, чтобы у тебя были финансовые инструменты. А эмиссионных центров пока что мало. Банк Англии, Федеральная резервная система США, швейцарский банк, и все остальные подчиненные. Китай, да. Китай и Северная Корея. Северная Корея, я не знаю, что там происходит. Вернее, я не знаю, кто и как имитирует, и на какие правила работает. Так они доллары печатают сами.
Слышали В эти том числе. легенды? У них есть вот эти, как бы, макеты. Станки, печатные станки, Да, вот эти металлические. макеты, трафареты, они даже лучше, чем настоящие, говорят. Смотрите, видите там на какой-то купюре долларовой колонна. В нормальных долларах, ну, американских долларах, они там чуть-чуть размыты. А вот в северокорейских нормально, там такая... Четко, Все четко. очень четко видно. Даже лучше, качественнее, чем американские. Перейдем к вашим вопросам, уважаемые друзья. Из клуба зрителей вопрос вот такой для вас. Пламен. Анна спрашивает. Вопрос уважаемому Пламену. В марте 2025 года госсекретарь Рубио открыто сообщил миру: США ведет прокси-войну с Россией на территории Украины. Позже его слова подтвердил Трамп, мол, Рубио сказал правду. Поскольку возможности задать вопрос госсекретарю у меня нет пока, задам его вам. Учитывая все сказанное таким высоким официальным лицом и до сих пор не опровергнутое, с кем сейчас мирят... Кого с кем сейчас мирят США? Это очень правильный вопрос, потому что формально, естественно, они должны помирить Киев с Кремлем московским. Но на самом деле все очень сильно не так, потому что Соединенные Государства Америки являются прямым соучастником на стороне Киева, Киевского военного округа, я даже так его назову, который воюет с Московским военным округом. Поэтому умиротворитель, который якобы типа как будто посредник, на самом деле не посредник, а заинтересант, заинтересованное лицо, бенефициар. И, естественно, этот бенефициар будет мирить так называемых сторон на условия, которые ему, бенефициару, в первую очередь выгоднее и нужнее, чем любого из этих заинтересантов, вернее, сторон, которых нужно умиротворять. Поэтому называть это перемирием или умиротворением можно, конечно, только с большой дозой иронии. США будут делать умиротворение между США и Великобританией, вернее, между левым берегом Темзы и между Манхэттеном, Уолл-стритом. Вот о чем речь идет. А будем называть это, естественно, что нужно умиротворить Россию с Украиной. Но на самом деле они делят недра, земли и ресурсы, потому что земля не производится уже уж как 4 миллиарда лет, если там историки, археологи и все остальные не ошибаются. И эти ресурсы, они конечные, они однократные. То есть потом рециклировать их без большой затраты энергии, наверное, не получится. Да, все крутится в мире, все это преобразующиеся там энергии, законы физики, что мы изучали, ну, по крайней мере, некоторые из нас, надеюсь, из вас тоже. Но тем не менее, вот те недра и те ресурсы, которые нужны, они идут в пакете с инфраструктурой, с логистикой, с информационными технологиями, с неявной, но зато реальной физической, фактической колонизацией, с глубокой колонизацией путем институциональной глубокой колонизации, то есть институты территории должны подчиняться и синхронизироваться. Они это называют красивым словом гармонизировать свое законодательство с нашими правилами и регламентами, поэтому под мотивом добычи недр, которые вы говорите, это тяжело и трудно, тяжесть и трудность будут для местных. Вы не переживайте, американцы и британцы не будут рыть руками и ногами, скажем так, американцев и британцев, чтобы добыть вот эти недра в сибирские там и другие там, или украинские там леса, поля до горы. Не будут заниматься, не переживайте. Это будут рабочие места, за что местные туземцы должны им руку целовать, не только руку, все остальные другие там конечности, приличные, неприличные, да, они об этом позаботятся, потому что привычки у них такие. Смотрите на досье Эпштейна. Все элиты болеют, вернее, не болеют, а радуются одними и теми же извращениями. Поэтому, когда они приходят с так называемым своим культурным кодом. Так что умиротворитель, он так умиротворит, что камень на камень не останется. Ну, а он почти пока не остался, но там, где остался, его тоже нужно снести для того, чтобы умиротворитель умиротворил действительно миротворчески. Ну, примерно так. Угу. Так, дальше переходим к вопросам. В сообществе YouTube. Где удары по центрам принятия решений на территории бывшей УССР? Похоже, как если бы советские войска подошли к концлагерю Освенцим, где фашисты заключенных выставили бы по периметру, освободители расстреливали бы заключенных, но не били бы по казармам, говоря, что руководитель нам выгоден, он разрушает концлагерь изнутри, называли бы заключенных терпилами, так как они не свергают режим.
Ну, на самом деле есть какая-то немножко грубая и даже жестокая аналогия, но кое-что там есть. Уничтожают заключенных, потому что это фашистский объект, потому что это фашисты сделали, и потому что там было 50 или 80 тысяч человек, охрана была пару-тройку сотен или пару-тройку тысяч, а вы, мерзавцы и негодяи, не восстали против них, не удушили их голыми руками и не пошли победным маршем в сторону Берлина. Ну, типа вот так. Да-да-да, примерно что-то такое. Сейчас со всей Украины отключают энергетику для того, чтобы из-за мороза как-то мозги немножко проветрились и приняли какие-то правильные, я не знаю, какие решения должны быть правильные для того, чтобы объяснить, почему нужно терроризировать миллионы и десятки миллионов людей таким именно образом. А вот в Освенциме они тоже их не баловали какими-то печками и электричеством. Правда, не электричество было, там лампочки-то светились для того, чтобы эти самые лампочки, я помню, на фотографиях были видны, светились. Так что вопрос правильный, немножко жестковатый. Ну, по большому счету, да. Всем людям доброй воли, солнечный привет из берегов Седого Амура батюшки и шалуньи сестры Уссури. Значит, в прошлый раз героический болгарин Пламен так и не ответил, как же свои территории хотела освободить обиженная на СССР Болгария и какие из них остались при Болгарии после 1945 года. Для сведения слушателей и зрителей эфира, из европейских стран только Сербия и Греция не отправляли своих мужчин покорять СССР в 1941 году. Это неправда. Сербия, Греция и Болгария. Болгария до 1944 года не отправляла ни одного болгарского солдата на Восточный фронт, ни одного от слова ноль. И в августе 1943 года, когда Гитлер вызвал болгарского царя Бориса III, кстати, он тоже немец по происхождению, в Волшанце для того, чтобы... Ну, он был уже ментально нестабильным, гневным, топал ногой. Мне мало, чтобы ты нам консервы, тушенку и всякое такое подавал. Мне нужны солдаты на Восточном фронте, мне тяжело, Сталинград, всякое такое. На что наш царь Борис III тогда ему сказал: «Майн фюрер, ничем я вам помочь не могу. Если я прикажу болгарской армии пойти против русских, они просто перейдут вместе с военной музыкой на стороне русских. Вам это надо?» Гитлер решил, что ему это не надо, и тогда немножко отстал. После того, как наш царь вернулся из этой поездки в августе еще раз 1943 года, 2 недели спустя он скончался. Человек спортивный, человек 40 с чем-то лет, человек вегетарианец, человек скалолаз, человек, любящий очень здоровый образ жизни. Ну, надоело ему как-то 2 недели спустя, после того, как он отказал в очередной раз Гитлеру давать хоть одного болгарского солдата, он скончался. Еще раз хочу напомнить нашему зрителю, что Болгария не была обижена на Советский Союз, потому что времен именно с 41 по 44 для Болгарии год, ну пусть будет по 45 год, болгарская коммунистическая партия, особенно после августа 1939 года, когда был подписан договор о ненападении Риббентроп-Молотов, они тогда стали, ну грубо говоря, топить за то, чтобы Болгария присоединилась к гитлеровой Германии, потому что у Гитлера уже нормальные, хорошие отношения с товарищем Сталином. И до того, как Гитлер напал, 22 июня, болгарские коммунисты топили именно из этих соображений, будучи при этом в подполье, потому что в Болгарии на это, мягко говоря, плохо смотрели. Естественно, после 22 июня 1941 года позиция у них сразу поменялась. Партизаны вышли в горах, в лесах. Партизанское движение в Болгарии было практически такое же, как на все Балканы, как в Сербии, как в Югославии, или, если хотите, как в Белоруссии. У нас погибло достаточно немалое количество, потому что цена за отрезанной, отрубленной партизанской головы была 50 тысяч лева, которые государство тогда исправно платило. То есть была настоящая охота за партизанами. И партизаны действительно сражались с большими партизанскими отрядами и несли потери. Поэтому у нас сопротивление было. И именно эти партизаны 9 сентября 1944 года, 4 дня после того, как Советский Союз объявил формально войну Болгарии. До этого Болгария не находилась в отношениях войны с Советским Союзом. Мало того, единственно в Болгарии, в Софии, советское посольство работало, германское посольство работало, и германские и советские дипломаты, и рыцари плаща и кинжалов определенных софийских кафешек обменивались на более спокойном, скажем так, уровне определенной информацией, посланиями, предложениями, и другого обмена не было. Болгария, София была местом, где вообще советское и
германская дипломатическая и другая агентура все еще общались между собой и обменивались определенными данными. Но 5 сентября 1944 года еще раз Советский Союз объявил войну Болгарии, пересек Дунай примерно ровно там же, где и когда освобождали Болгарию от османов, встретил их болгарский народ хлебосольно с песнями, плясками и всем остальным. Ни одного выстрела, ни одного убиенного, естественно, советского солдата не было. 4 дня спустя подняли восстание в Софии, партизаны спустились с гор, захватили власть, и 19 октября 1944 года, 1,5 месяца спустя, целая первая болгарская армия под предводительством генерала Владимира Стойчева стала частью Третьего Украинского фронта под командованием Федора Ивановича Тулбухина, и вместе с Третьим Украинским фронтом вошли в самые тяжелые операции против немцев на территории Югославии, Венгрии, аж до Австрии, до Клагенфурта дошли. Так что про какой обидой речь идет, я, честно говоря, не знаю, никогда такое не говорил и даже такое никогда не помышлял. Да, Немножко Оксана, значит, много таких вопросов там, кстати, в чате трансляции, что вот я спокойно к этому Болгария предавала Россию, а Россия ее освобождала. Знаком. Оксана возмущается. Посетила ваш канал, честно говоря, почувствовала себя как на канале Гордона. У Путина все плохо. Экономика России конец, сразу бросаются в глаза эти заголовки. Позвольте напомнить, что объем ВВП по-прежнему первое место в Европе, золотовалютные резервы достигают 840 миллиардов, это 15 бюджетов Болгарии. Теперь к вопросу, осознаете ли вы, как и многие другие медийные лица в Европе, что ваше молчание о беспределе в Украине и процессе бусификации может привести к тому же самому явлению у вас в странах? У вас много вырезок о том, что в России на канале и 0 про бусификацию в Украине. Оксана, на самом деле, мягко говоря, ошибается. У меня уничтожены Ютубом 24 канала, больше половины из которых русские, русскоязычные. И Оксана может зайти на сайт Миротворец, погуглить и посмотреть, с каких это пор Пламен Паскус записан там на сайте Миротворец. Если вы думаете, что я там записан именно потому, что с вашего нездорового воображения я игнорировал момент и вообще это практика бусификации, вы, естественно, глубоко ошибаетесь. Потому что моя активная позиция по этим процессам и вопросам начинается, можно сказать, с 2013-2014 годы. Я активно это освещал, за что и получил уничтожение каналов своих. И сейчас я восстановил новый канал хроники.ру Пламена Паскова, где все эти уничтоженные каналы, я храню, у меня большой архив своих видео, буду выкладывать по мере совпадения по датам, то есть дату в дату, чтобы это было. Если вы действительно занимаетесь исследовательской деятельностью на моих каналах, милости просим, проверьте, молчал ли я по этим вопросам когда-нибудь и вообще с 2013-2014 годов. Поэтому, пожалуйста, до того, как такое писать, утверждать, не спрашивать, а именно утверждать, изучайте материальную часть, дабы не попадать в просак и не сесть, извините, голой задницей в грязные лужи. Нехорошо не для меня, а для вас. Поэтому изучайте материальную часть, и в следующий раз вопросы будут более дельные. Я надеюсь. Угу. Значит... Почему Путин потерял Сирию? Такой вопрос. Потерял, потому что уважаемые партнеры сильно попросили, силенок не хватало, и самое главное, когда шел в сторону Сирии, он как-то не посмотрел на карту, не посмотрел на географию и, наверное, не сильно спрашивал своих военачальников, потому что там грамотных военачальников есть достаточно, чтобы посмотреть, что снабжение контингента и военно-воздушной базы в Мимиме, и военно-морской базы в Тартусе зависит на 200 с чем-то процентов от воли, от доброй воли султана Эрдогана, у которого есть огромные, большие, серьезные, можно сказать, экзистенциальные претензии насчет той же самой Сирии, куда Путин пошел своей армией. Поэтому были сбиты и российские самолеты, поэтому были сбиты и российские вертолеты, поэтому опять был потом сбит российский самолет, поэтому базы и Ан-Нусра, Аль-Каида и ИГИЛ были на территории Турции, где их лечили, обучали и подготавливали, оттуда их запускали, для того, чтобы потом они сражались, опять же, с русскими ребятами на территории Сирии. Если ты все это не рассчитал и не подумал, как ты будешь обеспечивать логистически вот эти две базы, если у тебя другие пути снабжения, а других путей снабжения нет, на карту посмотрите, то тогда можно было, по крайней мере, сначала подумать,
почему туда надо ходить. И, во-вторых, когда вошла туда Россия? 1 октября 2015 года. А где был Путин 30 сентября 2015 года, то есть пару дней до этого, а он был на сессии ООН в Нью-Йорке, где встречался с Бараком Хусейном Абу Обама II. Согласовано ли было вторжение, не вторжение, участия России на территории Сирии с Бараком Хусейном Абу Обама II? Было. В чем заключалось вот это? Барак Хусейн Абу Обама II просил, чтобы Россия воевала единственный только с ИГИЛ, с которым на левом берегу Ефрата, в районе города Ракка, американцы уже нещадно их бомбили, им была нужна пехота, которая с этим будет там разбираться и справляться. И они надеялись на то, что Россия этим займется. Путин пообещал, а потом стал воевать как раз именно с этими керванами, с этими, скажем так, конвоями, которые тащили сирийскую нефть по определенной трассе под южной границей Турции к турецкому порту Искендерун, а это был нефть Эрдогана. Потому и сбили российских самолетов, потому и Эрдоган гадил, потому и Эрдоган воевал с Россией на территории Сирии руками прокси из Ан-Нусры и всех остальных. Если все это было рассчитать потому и убили посла Карлова, если кто-то забыл. Человек из личной охраны того же самого Эрдогана, если опять кто-то забыл. То есть, если человек готовит свои уроки, либо, скажем так, делегирует это право определить профильным специалистам военным своим, которые с картой лучше ладят, то тогда не пошли бы на это для того, чтобы зарыть туда десятки миллиардов евро или долларов российских, закопать в сирийских песках неизвестное, вернее известное, не буду это называть, количество российских бойцов, которые героически по-настоящему там сражались и спасали сирийского народа. И в конце концов сейчас эти так называемые базы, вернее их остатки, существуют единственные только по милости и по воле того же самого султана Эрдогана и его паша, который сейчас является президентом Сирии, который приезжает в Кремле и получает бесплатное зерно и бесплатные части и запчасти и боеприпасы для российского происхождения вооружения, которое осталось на территории Сирии, для того, чтобы вооружать свою игиловскую головорезную армию. Потому что вот там есть заложники. Поэтому вопрос не ко мне, ребят. Если вы на карту посмотрели и хотя бы капитаном в армии были, как я был, это очевидности, с которыми не надо даже объяснять. Обидно это обсуждать. Ну, примерно так. Ну, тут приходят новости о том, что есть такой начальник управления коммуникацией воздушных сил ВСУ Игнат. Он сообщает, что информация, вчера на самом деле нашумевший материал вышел о том, что голландцы какие-то, иностранцы на F-16 летают в Украине. Да, это новость, что ли? Это новость. Причем такие с допуском, все такие ветераны воздушных войск, причем некоторые из них еще даже числятся в этих всех резервах, составах. Вот выходит и говорит, информация про иностранных пилотов F-16 не соответствует действительности, все боевые вылеты выполняют украинские пилоты. Вот. Интересно. Видите, как... Я вообще очень радуюсь, когда вот эти заявления для проформы... Он врет или краснеет? Он врет или краснеет? Это очень хорошо. Это очень хорошо. Потому что это означает, что, во-первых, до конца не расширяют это окно Авертона. Это как Россия считает там Америку переговорщиком, да? Это очень важная протокольная часть. Это очень важный реверанс. Россия, вот Америка, переговорные усилия, переговоры. Хотя четко там по всем выкладкам видно, что Америка, даже несмотря на то, что не помогает деньгами, как было при Байдене, сократили поддержку, но в других сферах поддерживают сторону Украины. Точно так же Игнат. Всем понятно по поводу обслуживания, вообще техники, F-16, учебы, а потом просто, знаете, вот эти все иностранные легионеры внезапно умирают. То на горнолыжном курорте, то еще где-то. Да, и, в общем, вот так. И только спустя какое-то время узнают, что он-то в Украине воевал там или там чего-то где-то что-то обслуживал. Значит, есть еще какой-то политез. Пытаюсь лицо сохранить. Вот все-таки, наверное, важны такие заявления. Александр, есть highly likely, высоко обоснованное предположение,
это я, скажем так, из-за дипломатического лицемерия немножко так говорю, что бомбежки Луганска 2 июня 2014 года, станицы Луганской 2 июля 2014 года и другие подобные, скажем так, зверские действия, которые делались с воздуха тогда по территории, которые только что проголосовали на референдумах своих об отсоединении от Украины, что бы это ни означало, летали, опять же, не украинцы, не украинские гражданины, не местные. Да, они летали на советскую авиационную технику, но летали не местные гражданины. Потому что на такое зверство местные не шли бы, не выполнили бы такое задание. Ну, вот так, на минуточку напоминаем, что вот эти самолеты деткам не игрушка. На прошлой неделе Франция передала Украине 2, повторяю, 2, а не 20 и не 200, 2 «Мираж-2000». Кто и как будет летать на эти «Мираж-2000»? Будут летать украинские пилоты, которые привыкли летать на МиГ-29 или на Су-27 или на что-то другое? Это физически невозможно. Это займет полгода, обычно даже больше года, для того, чтобы они вообще научились. Никто это ждать не будет. Эти самолеты идут с определенным своим специфическим экипажем, который, вы правильно сказали, числятся они в каком-то другом месте, отдыхающие, на Канарах, на горнолыжных, и неважно как, выполняют за 12, 13, 17 тысяч баксов в месяц вот эти боевые свои задания на стороне украинских вооруженных сил и все дела. Так оно и есть. Да, ну и вот приходят новости, мы просто в прямом эфире, это самые свежие новости. Закончился суд над Галущенко, это экс-министр энергетики, который пытался сбежать через... Поездом. С поезда его сняли, ему объявили залог 425 миллионов гривен. Слушайте, это сколько? Это звучит 10 миллионов долларов. Для него это, скажем так, тяжело, напряжно, возможно. Отмыл 112 там. Опубликованы были материалы. 425 миллионов, условно, там больше, чем 42,5. Так вот, возьмем, 10, 10, скажем так, миллионов. Но понимаете, в чем дело? Тут же какой момент? Он говорит о том, что он годами будет сидеть в СИЗО, потому что не найдет и не внесет эти деньги. Это ужас. Вы что? Разве так можно? Посмотрим. Хорошее заявление. Вот хорошее заявление. Потому что вдруг кто-то... Он на что-то другое рассчитывает, по-моему. Он рассчитывает на то, что как сейчас будет, скажем так, изменение военно-политической ситуации в рамках пару-тройку месяцев, которые он может пересидеть в СИЗО, оплатив дополнительные уровни, скажем так, сервиса, 5-звездочного рум-сервиса, что называется, вполне вероятно, подозреваю. Я смотрел «Слуга народа» и вижу, что такое возможно. Я просто кино смотрю, понимаете, или наивный такой, поэтому мне кажется, что это возможно. И тогда, глядишь, и будет какая-то амнистия. Как Зеленский не будет баллотироваться и будет другой президент Украины, оказывается, там остаются считанные месяцы, будет большая политическая амнистия. Если батька Лукашенко выпускает политических узников совести по просьбе Америки, если Венесуэла их отпускает, если любые другие страны отпускают, почему узник совести Галущенко должен оставаться в тюрьме? Скажите мне, дайте мне одно разумное объяснение после того, как президентом Украины будет кто-то другой. Не будем тыкать пальцем, это уже тема обсужденная. Да, посмотрим, будет ли кто-то другой. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не пьющие, не офицеры, друзья, не друзья, враги, троллы и боты, вы тоже люди, мы к вам тоже по-человечески, по-хорошему. Просто извините, иногда гигиену надо как-то такое соблюдать, поэтому ничего личного, что называется. Выключить, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует через неделю. И если забыли, колокольчик, нравку, подписка и все остальное, пожалуйста, исправьтесь. Сейчас последний шанс это сделать. Берегите себя, всем добра и света, несмотря